Елена открыла глаза на фоне ярко-лунного света, внимательно осматривая свое окружение. Она была привязана к стволу большого дерева в лесу, а морозный воздух щекотал ее кожу, заставляя дрожать. Каждый шорох ветра, каждый треск морозной коры за ее спиной заставлял сердце колотиться быстрее. Вдруг она почувствовала, что в лесу есть кто-то еще. Кто-то, кто наблюдает за ней. Повернув голову, она увидела серого волка, который медленно приближался, его изящные движения выдают врожденное достоинство. Первобытный страх охватил ее, и еле слышно вырвался вскрик, когда она поняла, что это существо не просто животное, а нечто гораздо большее. Глядя на волка, она попыталась пригласить его своим взглядом, но при этом ощущала, что вся ее жизнь висит на волоске. Этот момент казался ей пределом безумия. Сама мысль о том, как ее здесь оставили, грызла ее изнутри. Она не могла понять, каким образом ее жизнь закончилась здесь, в этом мрачном и безжалостном лесу. Воспоминания о детстве начали всплывать в сознание, как черно-белые кадры старого фильма. Она вспомнила, как каждую зиму проводила вечера с родителями, которые учили детей уважать природу и ее обитателей. Отец, охотник по призванию, делился с ней свойствами леса, говорит о том, что каждый шорох и звук значил. А мать, биолог, рассказывала о жизни животных, как им важно поддерживать баланс в экосистеме. Эти воспоминания обнимали ее радостью и легкой печалью о том, что когда-то было, и о том, что уже никогда не вернется. Елена и ее брат Марк проводили часы, наблюдая за зверями и изучая их поведение. Они учились читать следы на снегу и стали настоящими исследователями, обоими открывая мир, полный чудес и тайн. Это не просто обучение, это был их способ стать частью этого мира, где каждый звук и движение значили нечто большее, чем просто присутствие. Лес стал для них домом, местом, где они росли и познавали радости и горести природы. Они бродили среди деревьев, собирая шишки и удивляясь красоте природы, как будто сами становились частичкой этого волшебного мира, в котором волки рассказывали сказки о дружбе и защите. Смерть родителей изменила все. Лес стал не только местом, где они познавали мир, но и убежищем от боли. Он окружал их, как большое семейное объятие, даря тепло и поддержку в трудные времена. Пришло время, когда тени наседающего одиночества начали уходить, и в их жизни появился Дамиан. Он пришел как будто посланный ветром, с обаянием, которое на мгновение заставило Елену забыть о ее горечи и страхах. Он казался ей словно новым солнцем, которое нанесло в их мир новые оттенки, напоминая о том, что жизнь продолжается, несмотря на потерю. Этот человек принес с собой надежду и мечты, которые снова начали загораться в ее сердце. Дамиан стал той искоркой, которая разожгла в ней надежду. Елена чувствовала, что наконец-то ей удалось найти друга, с которым можно забыть о потерях и снова почувствовать себя живой. Он делился историями о своих странствиях и приключениях, и эти увлекательные рассказы увлекали ее вдаль, словно они отправлялись в путешествие вместе. Но ее брат Марк оставался настороженным и не доверял ему. Он не мог не заметить, что в поведении Дамиана присутствует что-то странное, какой-то зловещий подтекст, который не давал ему покоя. Его инстинкты подсказывали ему, что это не тот человек, которым он кажется. Однажды, возвращаясь из деревни, они встретили Дамиана, который столкнулся с ними, когда его машина сломалась. Они остановились на помощь, чего сам Дамиан не ожидал, но он быстро принял это любезно. Оказавшись ночью в их доме, Елена быстро влюбилась в его харизматичность, а ее брат все больше сомневался в том, кто он на самом деле. Он присматривал за ними издалека, с каждым разговором выявляя детали, которые вызывали у него тревогу. Его времяпровождение с Дамианом становилось все более напряженным, когда брат стал замечать, что его слова звучат странно, и иногда он говорил по телефону на непонятном языке.
Эти моменты насторожили Марка, и он терпеливо ждал, когда удастся выяснить правду о новом знакомом. Елена попыталась игнорировать предчувствие Марка, убеждая себя в том, что это просто его родной язык. Однако что-то было не так, когда она однажды подслушала разговор Дамиана с другим мужчиной. В словах звучала угроза и напряжение, которые не давали ей покоя, и она чувствовала, как ледяной холод охватывает ее сердце. Следующая ночь стала поворотной. Елена стала свидетелем сцены, которая разбила ее сердце, не просто убийство, но жестокое, бессердечное. Она пыталась подавить крик, но безмолвие леса стало ее спасительницей и тюрьмой одновременно. Дамиан пытался расчистить свои следы, и когда его глаза встретились с ее взглядом, холод пробежал по ее телу. Он не собирался оставлять ее живой, если она решит поделиться тем, что видела, и это понимание заставило ее снова задаться вопросом о своих действиях. Принятое решение скрыть правду было трудным грузом для Елены, но Дамиан чувствовал ее страх и тревогу, и его угроза нависала над ней, как черная тень. Взгляды, полные недомолвок, стали частью ее жизни, как все происходящее вокруг. Она старалась продолжать свою жизнь, но понимание, что он всегда рядом с ней и что о себе не догадываются, стало более весомым бременем. Каждый шаг, каждый звук, казалось, могли обернуться очередной угрозой. И когда Интерпол наконец нашел Дамиана, он напал на Елену с обещанием, что это еще не конец. Кажется, весь мир остановился, когда она услышала его голос, остервенело заявляющий о своих намерениях. Каждый миг страха и беспокойства о своей жизни заставлял ее бежать. Но деваться было некуда. Она оказалась в ловушке собственных сомнений. Спасение пришло неожиданно. Елена сменила имя и переехала в Карпаты, где ей удалось создать заповедник, наполненный природой и дикой красотой. Этим местом она наполнила свою жизнь, но это было не только естественное убежище. Это был ее новый дом. Здесь она могла дышать, как будто ветры прошлого унесли всю боль. Она проводила дни, наблюдая за волками, и, несмотря на постоянный страх, они стали ее единственными друзьями. Эти грациозные создания помогали ей ощущать себя частью чего-то большего, чем только ее собственная боль. Волки исцеляли ее душу, напоминая о ее родителях и о том, как важно заботиться о природе и ее обитателях, и возвращая ей ощущение целостности. Каждое утро в Карпатах было запомнено. Она наблюдала за двумя стаями, которые обитали в сердце леса. Стая теней была осторожной и почти невидимой, словно сама тень природы. Они двигались с легкостью поближе к корням своего происхождения. И лишь зрительные образы оставались позади. В то время как стая охотников была сильной, смелой и всегда охраняла свою территорию. Эта контрастная динамика стала символом новой жизни Елены. Стремление к надежности и одновременно к дикой независимости. В один из тех дней Елена нашла маленького волчонка, оставленного без присмотра браконьерами. Он выглядел испуганным и слабым, и ее сердце наполнилось жалостью. Она решила, что не откажется от этой возможности дать жизнь другому существу, и забрала его с собой, пообещая заботиться о нем, не подозревая, насколько сильно этот волчонок изменит ее судьбу. Прошло время, и волчонок вырос в сильного зверя, но в начале их отношений ни она, ни он не доверяли друг другу. Каждый из них натягивал невидимые шоры, полные страха и недоверия, переживая не только свои потери, но и наследие темноты, которое каждый из них носил в своих сердцах. Однако однажды ночью, когда в воздухе звенела тишина, он подошел рядом с ней, и их взгляды встретились. На этом мгновении Анна поняла, что они стали частью одной стаи, и это понимание окрылило их. Это ощущение родства дало ей уверенность и смелость, которые ей так не хватало, создавая новую, совершенно уникальную взаимосвязь, основанную на доверии и любви.
что позволяло им обоим двигаться вперед. Осень пришла в Карпаты, и природа замерла в ожидании зимнего холодного дыхания. Листья на деревьях начали опадать, и мир вокруг медленно готовился к зимнему покою. Волчонок, ставший верным другом, оставался рядом с Анной, и его присутствие наполняло ее сердце спокойствием. Это был незаменимый союз, поскольку они тщательно изучали мир друг друга и налаживали прочную связь между собой, а отношения между волком и человеком становились все более крепкими. Но мир вокруг них не был таким безопасным, как хотелось бы. В одно мгновение ее жизнь снова оказалась на краю. Марк, ее давний друг, привез ей письмо от полиции. Дамиан сбежал. Запах страха вновь охватил ее, и адреналин хлынул в кровь, заставляя вспомнить каждую деталь той ночи, что оказалась кошмаром, запечатленным в ее памяти. Стоя перед фактом, Анна чувствовала, что неизбежное приближается, и ей некуда бежать. Ее дыхание стихло, а страх подкрадывался, накрывая ее, как густой туман. Марк предложил уехать, но она знала, что Дамиан найдет ее, и это понимание не оставляло ей покоя. Ночью, когда переживания и тревога переполняли ее сердце, она не могла найти успокоения, опасаясь, что этот момент станет их последним. Каждый шум, каждый треск в ночи заставлял ее вздрагивать, и в этих условиях крепло ее стремление остаться в безопасности, даже если это означало жить в тени. Однажды ночью Марк ушел проверить капканы на охоте и больше не вернулся. С каждым пробелом в мыслях Анна начинала терять голову от страха. Ее сердце колотилось, когда страх овладел ею целиком, и последующие часы тянулись бесконечно. Она быстро собрала вещи и отправилась на его поиски, полная надежды и страха одновременно. Следы служили ей указателями, которые вели к тому, что она никогда бы не хотела увидеть. Кровь на снегу была его, и сердце ее сжалось, когда она поняла, что он не вернется. Это была истинная катастрофа, и предательство судьбы было слишком острым, чтобы ее пережить. Она почувствовала, что мир рухнул, и вся надежда покинула ее, как ветер уносит последние листья осени, не оставив ничего, кроме безмолвия зимы. Когда она пришла в себя, она с ужасом взглянула на Дамиана. Он насмехался над ней, предвкушая ее страдания, как будто наслаждаясь каждым мгновением ее боли и отчаяния. В этот момент она чувствовала, как мир вокруг нее уходит в тени, и страх давил на ее грудь. Дамиан показывал не только свою силу, но и безжалостную природу, которая оставила шрам не только на ее теле, но и в душе. Но в этот момент к ней пришла помощь. Волк, которого она спасла, снова появился на ее пути. Вольная душа леса пришла к ней на помощь. Волк бросился на Дамиана в ярости, и в следующий миг мир вокруг Анны ушел в тьму, как будто сама природа откликнулась на призыв справедливости. Когда она пришла в себя, осталась одна, зная, что теперь все изменится. Это одиночество не пугало ее, ибо в дальнем лесу раздались громкие звуки воевателями стаи. Она улыбнулась, чувствуя, что не потеряла свою связь с природой и что, может быть, снова вернется к жизни, наполненной смыслом и гармонией. Это понимание окрылило ее, словно свет в темноте, на который она так долго надеялась. Она четко осознала, что окончательно подружилась с лесом и уважала то, что дала ей природа, обретя в себе силы, о которых даже не подозревала. Ее сердце наполнилось надеждой, и она поняла, что каждая борьба, каждый момент страха были не напрасны, и впереди ее ждет новая жизнь, полная приносящего надежду света.